растягиваем тесто, используя ловкость и силу пальцев, тесто становится тонким и эластичным, словно живым. Этот процесс требует внимания, чтобы не порвать тесто и сделать его однородным. После того, как тесто достаточно растянуто, его аккуратно выкладываем на металлическую решетку. Здесь тесто еще раз выравниваю руками, чтобы оно было максимально плоским и без складок. Теперь тесто лежит на металлической поверхности и готово к дальнейшим действиям. Оно кажется гладким и эластичным, словно создано для того, чтобы из него получилось настоящее произведение искусства. С кондитерского мешка на тесто аккуратно выдавливаем соус на основе натертого сыра гауды, сушеного чеснока, кабаяки соуса, мускатного ореха и майонеза. Соус распределяется спиралевидными движениями, что делает процесс не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Это придает пицце характерную текстуру и вкусовую основу. Сразу после соуса на тесто щедро посыпается тертый сыр. Моцарелла-сыр покрывает всю поверхность теста, образуя плотный слой, который будет плавиться и пузыриться во время выпекания. И хаотично разбрасываем сыр дорблю. Она выглядит аппетитно, корочка теста стала хрустящей и золотистой, сыр полностью расплавился, образовав красивую пушистую корочку. С помощью специального ножа или ролика пицца аккуратно разрезается на 8 равных треугольников. Каждый кусочек получается идеально сбалансированным, с равномерным распределением начинки. В завершении на каждую часть пиццы аккуратно наносится творожный сыр, крем-сыр украшает пиццу, придавая ей свежий и насыщенный вкус. Готовая пицца выглядит потрясающе: золотистая корочка, расплавленный сыр и яркие пятна от крема, которые придают ей праздничный и аппетитный вид. Этот процесс демонстрирует, как из простых ингредиентов можно создать настоящее произведение кулинарного искусства. Каждый шаг выполняется с любовью и профессионализмом, что делает готовую пиццу не просто едой, а маленьким шедевром, способным удовлетворить самых взыскательных гурманов.